У меня 40 кошек и 10 собак. Они живут во всей вашей квартире. Из кастрюль выскакивают, мы же видели. После 3 небольших инъекций она станет самой здоровой женщиной в вашей подъезде. 16-17 кошек – это клиника. Все видели? Добрый день. Любимое домашнее животное может стать практически членом семьи. Но что делать, если этих домашних животных, ну просто очень много? 3 кошки я подарил возлюбленным. Первая – елка, потому что она под елкой родилась. Ну, новогодняя. Вторая – шиза. Ну, шизгара. Но как назовешь, так она и полетит. И третья, вот сейчас, которая со мной живет, это Лютик. Лютик от слова «лютый». Сашенька, знаешь, как я считаю? Если мужчина дарит тебе кошку или собачку, нужно валить от этого мужчины как можно быстрее. А я считаю, что если мужчина дарит тебе кошку или собачку, это навсегда. На этих кадрах обыкновенная коммунальная квартира в Москве, в которой проживает 15 кошек. Они же ходят ногами везде и по улице, а потом бегут, прыгают на стол. Даже бывает, что и в раковину нагадят, что невозможно. Вот уже 10 лет жильцы этой квартиры живут словно в хлеву, потому что заводчица кошек Жанна Жучкова считает, что благополучие ее питомцев важнее, чем здоровье ее родственников. Это те же самые дети, только в шерсти. Приходится вот ходить и подтирать за кошками все вот эти вот гады. Вот, пожалуйста, смотрите. От аллергии мне приходится, практически горстями. Вот, по 4-5 штук их пить каждый раз, конечно, это очень тяжело. Но кошки Жанны не дают покоя не только ее родственникам, но и терроризируют весь подъезд. И вот вы представьте, у нас все двери, а вот обгрызаны, извините за выражение, обоссаны. Мера-то должна быть какая-то. И не ходи тогда, убирай за всеми. До 1-го этажа пока спустишься, это прям вот, задохнуться можно. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, почему одинокая женщина готова пожертвовать любовью своих близких ради домашних питомцев, которых ненавидит весь кошкин дом. В нашу студию приехала Нина Жучкова. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. А с каким вопросом вы к нам приехали? Я хочу сказать, что так больше жить нельзя. Попросите о помощи Первый канал. Чтобы мы всем кошек пораздавали? Нет, чтобы помогли объяснить Чтобы мы Жанне. их удушили, как я понял. Да, чтобы она не разводила больше. Или получается тут вопрос... Давайте сначала родство определим. Кто она, кем она вам приходит? Жанна является родной сестрой моего бывшего мужа. Мы И вы все живете в одной квартире? В одной квартире, Сколько да. там комнат? Квартира малогабаритная, 3-комнатная, 56 квадратных метров. И вот мы все обитаем и вместе с 15 кошками. Мало того, в феврале... У вас есть дети? У меня сын. 3. То есть вы живете в одной комнате с сыном, в другой комнате живет бывший муж, а в третьей комнате это его Скажите, сестра. пожалуйста, а кто ответственный квартиросъемщик? Мой бывший муж. И он не возражает против кошек? Возражает. Тут уже вопрос встал. Или мы живем в квартире, или кошки. Потому что... То есть давайте посмотрим, как вы живете. Пожалуйста, вот навалили. Это невозможно. Вонища такая. Это не передать сейчас, что это воняет. И приходится... Сейчас дверь приоткрою. Вот это вот все убирать. Она разводит котов, а мне приходится за ними убираться.
Вот даже я, находясь в своей комнате, ощущаю этот запах котов. Вообще невозможно. Вот даже подушку беру, и то запах противный. Я с утра начинаю готовить себе кашу. Коты, естественно, вот они везде со мной. Вот начинаю готовить. Ой, вот, пожалуйста, господи, вот, вылезает из кастрюли. Вот так вот постоянно, каждый раз. Полная антисанитария. Я уже не знаю, что есть. Ну, вот, пожалуйста. Как вот можно есть вот так вот и существовать? Ну, это изоляция полная. Мы живем тут, как я не знаю где, как будто в питомнике для людей. Правильно я понял из того, что вы сказали, что она не просто любит кошек, она их разводит? Разводит, да. На продажу? Нет. Ну как, они рожают, кошки. И я правильно понимаю, что они не только у нее в комнате сидят, они живут во всей вашей квартире? Да. Из кастрюль выскакивают, мы же видели, да? Так она в дверях специально дырки прорезала, чтобы они свободно гуляли по квартире. Да. А вы с ней разговаривали на эту тему? С ней говорила. Но... А что она говорит? Вот хочу и все. Между нами глухая стена непонимания. Она говорит, что это Божий промысел. Давайте посмотрим на Божий промысел-то, давайте. Боится. Вот это маленький совсем. Вот Сильвер появился здесь у нас, да. Это вот еще один котик. Это все детки вот этой вот кошечки Ильи. Это тоже ее доченька. Ну, конечно же, Илья, любимчик у меня. А это Apple. Вот эта белая кошечка. Она очень нежная, поэтому, когда она родила котяток, котятки погибли, потому что она их не смогла выкормить. Вот этот котик вот пришел ко мне 2 недели назад. Я не знаю, откуда он пришел, но он очень добрый, очень нежный, но он очень пугливый. Почему-то они не пускают его в свою семью. Я пока ему даже имя не придумала, и он сам мне не подсказал, как его назвать. Это те же самые дети, только в шерсти. Я веду замкнутый образ жизни. С теми, с кем я живу, у меня не очень хорошие отношения. Мне кажется, от такого количества кошек от шерсти не избавиться никогда. Вы, наверное, едите все Да, я чувствую уже, и когда ем, и волосы, и шерсть. И мало того, и пожаробезопасная обстановка у нас в квартире. Она на ночь включает газовые горелки, чтобы кошкам было тепло на кухне спать. Давайте посмотрим мы на то, как Жанна сейчас будет объясняться с вами, почему кошки, ни собаки, ни мыши, ни крысы, почему кошки? А вы не одна? Нет, я не одна, я со своими питомцами. Вам это нравится? Я люблю животных, но Нет, поскольку... не про это. Нравится что? Количество? Нет, вам нравится приходить на Первый канал и ссориться со своими родными из-за того, что у вас кошки живут или как? Вот. Ну, во-первых, я ни с кем не ссорюсь, по той простой причине, что мы просто между собой не общаемся. Вот, а что касается... А почему вы не общаетесь? Ну, у нас нет общих точек соприкосновения, а если они появляются, то мы не находим контактов должных. Например, если я общаюсь с братом, он начинает ругаться и кричать. А с Ниной как-то у нас особо... А по поводу чего он ругается и кричит? Ну, скажем так, он не совсем здоровый человек, Простите, как он себя почему считает. вы даже сейчас, когда общаетесь, не смотрите на собеседника? Вы смотрите куда-то в сторону. У меня такое ощущение, что вы вообще недолюбливаете, видимо, людей и в кошках нашли Я что-то. просто, знаете, теряюсь, не знаю, куда смотреть. Скажите, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Какие конфликты происходят с братом и из-за чего? Ну, на настоящий момент конфликтов давно уже не было, поскольку он как бы перестал вот пить, а как только он пьет много, он теряет контроль над собой. С помощью кошек она себя чувствует значимой, нужной. То есть то, что она не может в своей жизни реализовать, она реализует с помощью кошек. В прошлом году 4 котов мне подбросили, раз. 2 недели назад подбросили еще одного кота, То есть вы соответственно. безотказные и кошками, Я не безотказная. им мстите, правильно? Нет, я не мщу, я принимаю все как должное и пытаюсь решить эту проблему. Давайте посмотрим, как вы это принимаете. Ну, вот в этой комнате живу я вместе со своими пушистыми питомцами. Они придумали себе специальное кресло. Сложили матрас, а я решила его расправить и застелить. Они очень любят спать на нем. На этом кресле сплю я. Они еще любят спать на этой кровати. Любят прыгать по этой лесенке. О, теперь еще один человек. Вот 2 прекрасных места.
Они, видите, как любят прыгать туда-сюда, почти что цирковые коты. Кормлю я их на кухне. Сухой корм у них стоит постоянно вот так. Везде водичка. И даже на подоконнике рядом с цветочками. Я им не запрещаю ходить нигде, но при этом мне приходится всегда убираться. А дальше у нас коридор, в котором мои котики очень любят играть в футбол. Вот, а здесь они ходят в туалет. И вот здесь вот тоже ходят в туалет. Жанна, а дети есть у вас? Да, у меня взрослая дочь и внук, но они живут отдельно. Взрослые дочь и внук живут отдельно. Да. А мужей сколько у вас было? Мужей? А это, по-моему, не относится к передаче. Почему нет-то? Ну, потому что сейчас идет передача относится, о том... потому что, вы знаете, у меня есть какая-то идея о том, что количество мужей как-то коррелируется с количеством котов, которые потом заводите. Ну, это может быть у вас, а у меня как-то оно не коррелируется. Нин, а вы знаете, сколько мужей было? 3. С 2 разошлась, а 3 сбежал, я так чувствую. От хорошей жизни. А когда она в браке состояла, она разводила котов? Да, разводили котов. Да. Были котята, и они ходили, пытались их куда-то пристроить, но не получалось. Жан, вы знаете такое слово сублимация? Это определять свои отношения в несвойственных формах. Вам не кажется, что эти кошки некая сублимация вашей, такой невостребованной жизни, нет? Ну, я не думаю, что на 50%... Я не про сексуальную жизнь сейчас говорю, про жизнь, да. А вообще-то это хороший друг и помощник в жизни животных. Но вы же одиноки, У нас есть Александр Полеев, который, может быть, ответит на этот вопрос. Я не прав про сублимацию, нет? Нет. Элементы сублимации наверняка присутствуют, потому что, мне кажется, Жан, что вы уделяете кошкам большую роль в своей жизни и больше им отдаете своего человеческого Жанна пришла внимания, сегодня сюда, на Первый канал, кошек защитить. Чем имеющейся дочери и внуку. Ваша дочь нормальный человек? Она не пьяница, не уголовница? Я считаю, что нормальный человек. Как часто вы ее видите? Мы видимся редко по каким-то определенным проблемам. У большинства людей в доме есть кошка. Конечно. Да? А вот 17 да, но не кошек. Даже у Гордона есть кошка. Странно, конечно, что она до сих пор... Кот. Странно, конечно, что он до сих пор не сбежал. Я имею в виду кота. Ну вот видите, у вас хватило духу его кастрировать, а у меня нет. Я тоже подбирала кошек на улицах. Кстати, мужчина мне подарил кошку и ушел. Вот, оставив меня с этой кошкой, которая тоже наплодилась. Но мы раздавали реально около метро. И, кстати, одна из кошек живет сейчас на Рублевке, лучше, чем я. Я пришла с работы домой 2 недели назад, и у меня появился новый кот. Вопрос, кто его пустил? Вы думаете, это брат или его бывшая жена? Я так думаю, что да. Давайте брата и позовем. Здравствуйте. Здравствуйте, я вот брат Жанны Юрьевны, родной. Вы только не подумайте, что она какой-то там монстр или очень злой человек. Она действительно очень добрый и сочувственный человек. Но последнее время, вот последние 2-3 года... Кота вы подкинули или нет? Кота? Вы знаете, их настолько много, что определить, чей там кот, я, например, не могу. Что происходит вообще? Вот часов с 3 ночи, значит, постоянно либо телефон, либо звонок в квартиру, вот, либо, значит, стук такой. Ну вот я выхожу, там либо соседи сверху, либо снизу говорят: Игорь, иди, забирай своих котов, они нам спать не дают, мешают. Давайте посмотрим, как вы с этими котами живете. Пойдемте, я покажу, как нам тут приходится жить. Квартира перенаселена, очень много вещей. Вот здесь, в общем-то, тут вот такие вот здесь лотки, все это дело. При входе приходится здесь все это дело как-то упорядочивать. Все это здесь описано. Вот, зайти сюда практически с улицы очень сложно. Обязательно куда-нибудь либо вляпаешься, либо еще что-то такое. В туалет тоже очень сложно зайти, потому что иногда, когда заходишь сюда, здесь вон
целая куча тоже лотков. Вон кот уже побежал туда, вон, туда. Либо там нагажено везде, то есть запах такой, что невозможно. Либо здесь в раковине нагажено, то есть они сюда какают, писают, то есть постоянно. Живем как в бомжатнике. Они вот начинают обдирать вообще все. Вот все, что вот недавно делался ремонт, практически приходится все это вот так вот защищать. Мало приятного, когда в 2-3 часа ночи коты начинают орать здесь, и начинаются драки и выяснение отношений между котами. Борьба за территорию. Вам не кажется, что вы вот единственный мужчина в этой квартире, и эти прекрасные, вот девушки на самом деле прекрасные. Мне нравится и Жанна, конечно, и ваша бывшая жена. Конечно. Они деликатные, особенно вот Жанна. Вот не вижу в ней вообще никаких недостатков. Мне кажется, она как женщина вообще прекрасна. Она добрый человек. Но мне кажется, Игорек, что все же вы как мужчина взять всех котов себе. А дело в том, что Жанна не готова их отдать. Но мне кажется, что все же эту проблему должны были решить вы как мужчина. Вы знаете, вот все-таки своих женщин освободить. Одна ваша сестра. Я понял это. Я пытался. У меня было следующее такое вот. Значит, вот я поговорил с ее первым мужем, с Виктором. Вот, я говорю, Вить, что делать? Он ко мне, он когда пришел один, Жанна не был дома, он пришел, говорит, слушай, говорит, ну что-то с ним как-то поговорили. Я говорю, Вить, ты не можешь мне помочь вот с котами? Он говорит, я могу помочь только одним. Их всех собрать куда-то там в какой-то емкость и вывести их к кольцевой дороге. Да, в мешок. И вывести к кольцевой дороге их всех. И что не вышло? Ничего не вышло, потому что она же выпилила там эти самые, и потом я не могу на них. Я очень плохо реагирую, у меня на котов аллергия. Я задыхаться начинаю. А вы говорили об этом? Ну, конечно. Нет, он мне об этом никогда не говорил. Все родственники робеют, говорить друг другу здесь прямые слова. Давайте посмотрим, как это было на экране. У меня вот огромное количество таблеток для того, чтобы мне можно было вообще как-то себя более-менее хорошо чувствовать. За долгие годы вот у меня уже выработался аллергия на кошек, и мне очень тяжело. Те люди, которые знают, что это такое, они прекрасно понимают, что это. Это и горло перехватывает, и глаза начинают слезиться со страшной силой. То есть практически невозможно находиться здесь. Ну вот как вот, их же за ними не уследишь, чтобы они там, допустим, не заходили или не приходили сюда. А до сестры как-то не достучаться. Она вот как-то, кыш, пошел отсюда, иди отсюда. Я, например, не знаю, куда мне деваться. Куда-то убегать мне, я не знаю. У меня больше жилья другого никакого нет. Вот, а жить так уже невозможно. Зачем вам такое количество кошек? Жан? Значит, отвечаю. Я как нормальный здравомыслящий человек понимаю, что их много. Но решить эту проблему очень сложно. У меня 40 кошек и 10 собак. После 3 небольших инъекций и пары шлепков от санитаров она станет самой здоровой женщиной в вашем подъезде. Вас, Шингаркин, надо вообще расстрелять! Кота вы подкинули или нет? Их настолько много, что определить, чей там кот, я, например, не могу. Они живут во всей вашей квартире. Из кастрюль выскакивают, мы же видели. Между нами глухая стена непонимания. Она говорит, что это Божий промысел. Как реагируют те соседи, которые вообще не в вашей семье? Ни при чем здесь. Давайте посмотрим. Ни разу мне ничего не сказали. Сосед сверху. И вот таких у нее несколько штук. И вот вы представьте, у нас все двери, а вот обгрызаны, извините за выражение, обоссаны. Вот, все. Я поменяла коврик вот недавно, потому что его вот так вот взяла, и вот кое-как донесла его. Все, запах невыносимый. Антисанитария ужасная, потому что у меня ребенок, и вот это все несется в квартиру. Он все руками вот это... Обувь снимает, все равно вот это вот попадает на руки, и там мой, не мой, это все равно остается. Кладет сюда тряпку, не знаю, там с хлоркой или что. Они, видно, там гадят, да? Там вот это вот иной раз вот так вот и течет все вот. Ходи тогда, убирай за всеми, за ними. Жан, это типа сюрприз. Жан, мы с тобой разговаривали, да? Правильно? Я тебе сколько раз говорила. Вот у тебя кошки, да? Все лежат на диване там все. Вот эти коврики куда ты стряхиваешь?
А? Какие Мне коврики? на балкон. Ну, коврики, вот они у тебя лежат на коврике. А ваша квартира внизу? Нет, Да, вам, моя вам квартира ничего внизу. я не стряхиваю. Жанна, мы с тобой даже ругались на эту тему. Я с вами не ты знаешь ругалась, теперь, ты что разговаривала один делаешь? раз. Ты знаешь теперь, что делаешь? Ночью вот так посмотришь, нет никого, я не смотрю, и начинаешь трясти. Вот Я ты никуда что. ничего Раньше не трясу, я Жан, все ты можешь стираю и спорить, мою. но я устала за тобой волосы вот эти вот, шерсть вот эту собирать. А Только вы Слушайте, помните, берешь. если бы я так когда мимо посмотрел, вашей никого двери нет нельзя было ночью, и начал пройти? трясти. Да, это же Когда прям- у вас гнила заживо ваша свекровь, и когда все воротили нос от вашего дома. Свекровь? Я не жила со свекровью. Я Это жила была с ваша матерью. Это была ваша родная мама. И как она Помните? могла гнить-то? Ты вообще... Но ты- это же был человек. Это же был человек, Да, но за которого человека нельзя это было можно это было только рассказывать. делает ей честь, Жан, что она подождите, ухаживала я за не могу больной одного мамой. понять. Вместо того, чтобы сказать, извините, что я это делаю, вы говорите, а у тебя из-под двери воняло. Так вы что, им Конечно. мстите этой шерстью, Нет, что ли? Нет, я нисколько не мщу, просто люди забывают о своем негативе. Вы знаете, я в полном шоке от этой истории. Я вижу, что женщина не может создать достаточно хороших условий для содержания животных. Я не понимаю, как она довела эту ситуацию, ну, просто до бесконтрольного состояния. У вас есть мужчина? А что? Нет, ничто. Нет, ничто. И это прям настолько ничто, что вообще ничто. Мы пытаемся конечно. понять, кошки откуда. Разве у нас в России так мало женщин, у которых нет мужчин? Жан. По-моему, У это нас одна очень из мало величайших женщин, проблем. которых Жанна, 17 мы Насколько сейчас не позволяет нападаем. мне Жан, мы не статистика. нападаем сейчас. Дядь Саш. Не нападаем. 40 Саш, женщин на Жанна. одного мужчину. Нет ничего Послушайте, удивительного, что у пожалуйста. меня Это его ты меня нет. назвал дядя Саш? Да. Прощаю, все, давай. Мне вас никого не жалко. В этом всем я сочувствую кошкам, животным, потому что те условия, которые вы для них создали, ну просто это ужасные. Родной. И, конечно, я скажу мнение, которого люди сейчас... Племянник. Дядя Саш, секунду. Мнение людей Ну, он со называет стороны. меня дядей, я Абсолютно клиника. 16-17 кошек – это клиника. Пельмяш, послушай Это меня, пожалуйста. 100%. Они же не в доме живут. Они в подъезде живут. И мы сегодня позвали негласную старшую по подъезду. Давайте Послушайте, позовем вы ее. никогда не Светлана переубедите Смолюк Жанну. у нас в студии. Светлана, я думал, что вы больше и агрессивнее. А что это за бумага у вас в руках? Я скажу, на самом деле, значит, загажено у нас все 5 этажей. Свет, а не от вас пришла одна кошка ко мне? Нет, у меня Рыжая. кошки никогда не было. Никогда Значит, не кошек у нас сейчас нет ни в одной квартире. Жильцы постоянно между собой общаются, постоянно все недовольны. Я скажу больше, все находятся, в общем-то, в состоянии нервного стресса, когда постоянно кругом у нас находятся кошачьи испражнения. Коты метят все подряд двери, их отмыть невозможно. Запах стоит ужасающий. В прошлом году у нас было состояние буквально газовой атаки. А вы куда-нибудь в санэпидемстанцию, к участковому, куда-нибудь обращались? Психоневрологический диспансер. Обращались к участковому, значит, несколько жителей наших. Вот Жанна пусть поймет нас правильно. Врагов в нашем подъезде, и я так думаю, не побоюсь этого слова, и в доме, у нее нет. Нет, никто ей зла не Только желает. потенциальные убийцы. Озлобляться, Жанна, вот не нужно, не нужно. Мы просто все хотим решить как бы эту проблему. Значит, наша инициативная группа решила обратиться в ДЭС с заявлением, в котором написано, что у нас плохое состояние в подъезде, что кошки у нас кругом все, значит, обгадили. Попросили решетку, установить нормальную решетку, потому что ходят, да, на вход в подвал, потому что кошки забегают туда, они там гадят. Практически кошки находились все это время в подвале, жили. Дверь подъезда у нас не закрывается. Почему? Жанна предпочитает ее держать открытой, чтобы кошки гуляли. Она сама говорит, выпускаю на прогулку. Мы здесь просили о том, чтобы провели санитарную обработку, во-первых, в подъезде. Ее провели? Санитарную обработку говорят, что провели, но запаха стало меньше. Почему? Потому что все-таки появилась нормальная решетка. Но она легко сгибаемая. Значит, Жанна ее опять-таки отогнула. Чтобы Жан, там вы была отогнули дырка. решетку? Нет, я ничего не отодвигала, но коты настолько умны, что они нашли там лазейку.
Вот смотрите, что получается. Значит, вот у нас огромное количество этих кошек, да. Они друг друга грызть начинают, эти кошки. Я вот, так сказать, выхожу, мне сын стучится в дверь. Пап, выходи быстрее, отбери у них, они котенка загрызли. Я выхожу, отгоняю их в мешок и на Игорь, личную давайте клетку. посмотрим, как вы об этом говорили в нашей группе, да. Дом, квартира, это должно быть как-то, я не знаю, это место, где человек должен отдыхать. У нас никакого отдыха нет здесь. У нас как полоса препятствий в армии. Бывали случаи уже, когда сами кошки грызли других котят, помет других котов. То есть мы находили здесь трупы, приходилось идти и, так сказать, вот закапывать их везде. Жанне уже говорили, чтобы она как-то, я не знаю, уже как-то это все упорядочила или еще что-то сделала. К себе в комнату она ни лотки, ничего. Она говорит, мне все это мешает, все это дело. А все это вот возле моей комнаты ночью встать в туалет, сходить, это проблема. Вот я только не знаю, из-за чего это происходит. Либо у нее какой-то внутренний конфликт произошел, она ни с кем не хочет общаться, либо она втайне окружающих ненавидит. Кошки не должны спать на кухне при включенном огне. Раз. Кошки должны иметь возможность бегать по улице, а не только по квартире. Кошки должны получать полное медицинское обследование, чего вы вряд ли делаете в полном объеме. Ну, правильно, потому что огромное кроме количество. того, и самое главное, кошки не должны находиться в местах общего пользования там, где другим людям они мешают. Мы 16 кошек увезем в отличные условия, где они будут и накормлены, и им будет очень интересно, с ними будут играть, и они будут содержаться по нормальным стандартам. Вы напишите отказные бумаги, что это не ваша собственность, и я у вас их заберу. И вы мы их готовы? утопим. А куда Вдвоем. вы? Если я отвезу в приют в Подмосковье. Нет, Я вам утопим, дам как адрес раньше приюта. делали. Утопим просто, и все. Жанна, вы готовы? Если вы говорите, никто вам не помогает. Ну, не я 16. готов вам помочь. 16. Спасибо. Нет, не 16. Сколько? А 15, потому что 2 кота договорились. взрослых. Да. Договорились. 15 кошек. Все, с завтрашнего дня начинаем эту работу. Нет, ни о чем еще не договорились. А где гарантия, что А она два появится? зачем? Нет, Вы стоп. приходите на работу, вы А ведь два вам работаете с зачем? людьми и с клиентами. От вас, ну у нас тоже были кошки в детстве. От вас Полез, ведь пахнет зачем кошками. два кота от вас, ей? Да, от вас ведь пахнет кошками. От меня пахнет всегда духами. Если у нас сейчас нет механизма никакого, чтобы такие элементарные житейские проблемы решать на месте, а не выносить сюда, значит, мы живем просто в волшебной стране. В той волшебной стране, где предполагается, что каждый может с каждым договориться. Не получается договориться. Александр, я с вами категорически не согласен. Такой механизм есть и используется несколько раз в год в любом большом городе. Вы сексолог, пишете вы заявление, помните? Вы пишете Вы заявление сексолог, в помните? психоневрологический диспансер. Вы сексолог, вы помните? Я до того, как я был сексологом, я был простым российским психиатром в психоневрологическом диспансере. Как и же как вас только развезло-то, врач Господи, придет Боже мой. и всю эту красоту увидит, он немедленно выпишет путевку в стационар, а судья ее подпишет в течение 3 секунд. И пролежав 4-5 дней в стационаре, после 3 небольших инъекций и пары шлепков от санитаров... Кому? Жанне, конечно. Она станет самой здоровой женщиной в вашем подъезде. То И есть больше все-таки кошек это заводить. сублимация? Нет, Пока все-таки она не это стала большая... самой здоровой женщиной. Саша, Давайте я позовем рад, что вам удалось самую выучить такое нездоровую слово. женщину, Да, что вам которая удалось растит выучить прям, такое ну, сложное прям слово прям сублимация. И если забрать у нее 21 кошку, то через 21 день у нее снова будет 15 Ребят, кошек. даже из Единственный выход Я – это согласна. аминозин в ягодице. Даже из 50 кошек нельзя сложить одного лося. Но если это человек, который отвечает за кошек всей своей жизнью, и фамилия у нее Лось, то она наша. Зовем ее сюда. Здравствуйте всем. Вот я сейчас смотрю, и мне страшно делается. Это вас, Шингаркин, надо вообще расстрелять за то, что вы тут хотите сделать. Вы что, накинулись на
замечательную, что добрую кошек женщину. в приют Да у нее добровольно большое сердце. передают, Это вас нужно надо убить всех человека. Вас кошки Не покусали подходит. или что с вами? Я вижу у вас трогайте очень ее. большое сердце. Не трогайте ее, у нее Это большое очень сердце. добрые А у женщины, нее есть милые. сострадание. Послушайте, А у вас пожалуйста, есть сострадание, но у вас нет Шунгакина сострадания. предложили кошкам более хорошие условия в приюте. Ни в коем Вы это случае не отдавайте слышали? Шенгакину кошек. Мы вам поможем, и вас защитим, и кошек защитим. Шенгаркин просто умеет их готовить. Вот и все. Сейчас угрожали мне убийством. Она заложница этой Я ситуации. правильно слышал, что вы угрожали мне убийством. Значит, мне наплевать, что ты слышал, что ты не слышал. Запомни, если хоть кто-нибудь пальцем ее тронет, имейте в виду, я найму киллера. Вам в палату обеим надо. Серьезно. А вот вас надо в психушку. Жанна, И потом я Жанна, хочу наш сказать, с вами мне сказать, договор Шунгакин, о дай том, мне что мы сказать. ваших кошек Дай представим мне в приют, Шунгакин сказать. сохраняется. Спасибо. Значит, дайте мне сказать. Значит, я вам хочу сказать, что Нет, делать можно один в вопрос, России, один у нас в стране. один Нету. вопрос. Вот дайте мне сказать, Свет, потом один вопросы. вопрос. Вы с Дайте ним мне были сказать. как-то до этого связаны, нет? Что? С ним как-то были связаны до этого или нет? Неоднократно. Я с ним была связана. Значит, дайте мне сказать. А простите, пожалуйста, какого рода были эти связи? Ребят, Ну, кошки что? заложники ваших отношений просто. Нет, дайте мне сказать. Что Кошки делать? заложники Если виноват ваших человек, отношений. Который выбрасываете этих кошек, а она мимо беды пройти не может. Поймите простую вещь. Патриотизм воспитывается в сострадании к маленькому пушистому существу. Пожалуйста, не позорьтесь на всю страну. Вы взрослые У нас в женщины, не России позорьтесь. приютов нет. Законов, защищающих животных от жестокого обращения, нет. Она заложник этой ситуации. А людям кто Куда поможет? их девать? Кто нам У людей много законов. И вас надо под расстрел, раз вы так себя ведете. Можно я? Не дам ее в обиду. не дам ее Нельзя, кошек понятно, в но обиду. все-таки можно или нет? Можно Свет больных, помолчать, как Свет? правило, и родственники Вы душевно где больные, живете? и друзья Ну, душевно нет, больные. я имею в виду Россию, понятно. В Заберите ее к себе тогда и в живите какой вместе. квартире вы Это живете, не ваша Свет? квартира. У меня двухкомнатная квартира, Наша 70 квартира. метров. Вот и забирайте ее вместе с кошками к себе. Давайте посмотрим, как живет Света. А где Кузьма? Кузечка, иди родной сыночек. Вот этого котика я подобрала на детской площадке. Его таскали дети, ну вот я у них его забрала. Вот живут у нас кошки и собаки, и мы с ними в полном симбиозе. У нас животным хорошо живется. Так, Юпитер, нельзя. Юпинчик, сынок, иди сюда к маме, ты иди сюда, ты пусик ты мой золотой. Кошек не ешь. Вот эта служебная собака, служебный замечательный пес, который задержал воров воинской части. Вместо благодарности командир воинской части расстрелял его вместе с 10 собаками. Давали полгода ему жизни, а он с нами живет уже 2. Видите, при хорошем-то уходит. Видите? Петрунчик, пойдем, сынок. Петруня, чтобы у тебя не отнимали. А вот у нас, смотрите, цирк какой. У нас есть цирковая собачка, которую хотели убить, наняли бомжей. Иди сюда, Мика. Мика, иди сюда, Мика. Мика, давай. Мика, и улыбку. Мика, улыбка. Мика, улыбка. Ты мой зеленый. Свет, скажите, пожалуйста, сколько у вас домашних животных? Сколько у вас кошек? У меня 40 кошек и 10 собак. Молодец! Молодец! А дальше вопрос от Александра Гордона. Сколько у вас мужей? Перестаньте вы бессмысленно аплодировать. А муж есть у вас? Да, у меня есть муж, с которым где мы он? живем 35 лет. У меня есть 2 взрослых сына. Где муж-то? Где муж? Со мной муж. Вон Среди в квартире. собак. Там где-то бегал. В какой комнате? Мы живем в одной квартире, во всех комнатах. У меня 2 комнаты. А соседи у вас есть? Сверху, Ну, снизу? естественно, есть соседи. Как они к этому относятся? Ко мне претензий никаких нет. Ну, нам Жанна тоже говорила, что соседи ее безумно любят. Но мы вот Я тут вас к такой себе приглашаю, большой- приезжайте.
И вы обойдете моих соседей. Ну, и я все-таки живу на свете. Послушайте, Я понимаю, что если у вас столько Если вы животных, понимаете, то это ваша соседям, беда, но никак не моя. соседям снизу Давайте худо. не будем кричать. Можно У нас я совершенно другая... отвергну? Никто не собирается обижать животных. Можно я Но здесь отвергну? стоит один вопрос, что животные живут на общей территории в квартире. У вас отдельная квартира, и вы в ней можете делать все, что угодно. Но здесь есть люди, которым эти животные мешают. Скажите, пожалуйста, они имеют право? Да, любое животное имеет право на Не жизнь. А любой сосед И надо сказать, имеет что ли мы право ее не соседей оставим, мы ей Да поможем. подождите, вы умеете слушать? Я не умею говорить. Для того, чтобы вы сейчас меня услышали, я не смогу говорить на кошачьем языке. Это нормально, навязывать любовь, Это свою любовь к котам диагноз. другим людям. У нее есть своя комната, она никому не навязывает. Подождите, но коты не живут в ее комнате, коты живут по всей квартире. Дело все в том, что это вина людей, которые выбрасывают животных. У нас нет приютов на сегодняшний день. Подождите, вы Не меня строят в опять России не приюты. услышали. Скажите, пожалуйста, вы меня опять не услышали. Весь конфликт в том, что Жанна любит своих котов намного больше, чем своих соседей и вообще-то ее И родственников. надо сказать, что я тоже люблю своих животных больше, чем люблю людей, своих конечно, соседей. понятно, И да. больше, чем людей. Вы плохо воспитаете своих детей и останетесь в старости в доме престарелых. Иди в дом престарелых. Туда, иди. Да. Представьте себе, что я 19-й кот в вашей семье. Вы постоянно Это вы лжете. лжете! Себе, Это вы пожалуйста. лжете! Все видели! Вот эти коврики куда ты стряхиваешь? А? Какие? Мне на балкон. Кошки, заложники ваших отношений. А вы помните, когда у вас гнила заживо ваша свекровь? И когда все воротили нос от вашего дома? Я правильно слышу, что вы угрожали мне убийством. Внимание. Моя фамилия Кот. Да, переживите приступ шизофрении. Представляете, как вы выглядите в глазах этих животных? Вы реально травите друг друга постоянно. Да уберете вы котов, появятся у вас собаки. Не будет у вас собак, появятся еще другие Мыши какие-то будут. злые собаки. Кто угодно. Мы никого Ваша не проблема в том, что вы так и не научились, прожив, не знаю сколько там, 40 лет, не научились любить. Браво! Представьте себе, что я 19-й кот в вашей семье. И вы разговариваете, я имею возможность с вами поговорить. И вам рассказать то, что я чувствую. А чувствую я, честно вам скажу, тот смрад, который я работаю под себя. Вижу я, как вы собачитесь между собой. Я вижу, как вас ненавидят соседи, а вы соседи, и вы лжете. Вы постоянно Это вы лжете. лжете! Себе, Это вы пожалуйста, лжете! Не родная. надо здесь рассказывать сказки из склепа! Да слушайте хотя Это бы вы немножко. лжете! Как же вы 35 лет лжете! прожили с мужем? Вы лжете! Хорошо, так Несете вот, какую-то представьте чушь. себе, в этой семье несчастны все, и даже кошки. Потому что они вынуждены жить в кастрюлях. Они вынуждены гадить. Они вынуждены переживать ту ненависть, которую испытывают к этой семье их соседи. Почему? Да потому что вы на самом деле достаточно эгоистичны по отношению прежде всего к себе. Вы постоянно И это мстите. говорили коты. А что скажут кошки? Можно жить в социуме по-другому, женщины. Вы обернитесь к этому миру. И в конце концов, стерилизация, как говорите, это против природы. Да по природе вы голые должны ходить, понимаете? Да у меня все кошки По природе стерилизованы, и собаки ходите в том голые. числе. И живите в шалаше. Вот и ходи голая, если тебе так хочется. Я же говорил, в Природа Ленд-Лиз задумана надо именно звонить. так. Там бедные кошки и коты уже с ума сходят. А вы считаете, что кастрировать кота это не жестокое обращение? Я считаю, что это не Это жестоко и бесчеловечно. Кастрация. А вонь это не жестоко? По отношению к человеку, к больному с аллергией. Это не жестоко? Да что вы зациклились на воне-то? Господи ты, Боже это ты мой. самое главное. Прежде всего, человеческие отношения. А животные это наши от братья нас воняет, меньшие. и смердит. От кошек не пахнет. Кошка самая чистоплотная Послушайте животное. минутку, мы вас послушали. Я хочу сказать, что мы сегодня очень много говорим о любви к животным, о невозможности пройти мимо маленького горя. Я вам предлагаю другой алгоритм решения вообще этой проблемы. Что? Вы знаете, очень много в Москве, да, неофициальных, но приютов достаточно. Вы можете вместе со своей подругой пойти волонтером мне в не эти подруга. приюты. И всегда нужна рабочая сила. Кошки, они нездоровы, как я вижу. полная То есть за ними не ухаживают.
Да где ты видишь антисанитарию? Ты Очень посмотри, плохо ты где? выглядят эти кошки. Почему ты считаешь, что я несчастливая? Я 35 лет в браке. А сколько ты в браке? И вообще в браке ли? Нет, не в браке. Хорошо, а почему вот она не поможет своей подруге кастрировать и стерилизовать животных, если ваши стерилизованные? Вы знаете, что вы сейчас Я делаете? помогу и кастрировать, и Нет. А она стерилизовать, не хочет, и почему вы пристроить. ее не Вы уговорите? знаете, что вы сейчас делаете? Да. Я знаю, у меня кот живет. Ну, перестаньте. Здесь есть одна проблема, и она называется жилищный вопрос. Абсолютно в частности, верно. у Жанны. Да. Потому что если бы нужны были, уберут кошек, будут другие. Но Нет. если бы у нее была Нет. своя квартира, Нет, свой нет. дом. Если бы у нее была своя квартира, у нее бы не Нет. было там кошек. Вот когда я говорю, что я люблю животных, знаете, чем я это подтверждаю? Тем, что я не завожу дома собаку. Потому что с собакой нужно гулять 24 часа в сутки. Ей надо заниматься, вычесывать шерсть, мыть глаза. Я смотрю здесь на экран неухоженные животные. Понимаете? Я могу Я люблю животных. И я не мучаю в квартире. Я их могу не вам на это ответить. Помолчите, пожалуйста. Я могу вам на это Помолчите, ответить. пожалуйста, Значит, вы плохо сейчас. воспитаете своих детей и останетесь в старости в доме престарелых. У меня такое ощущение, что надо давать А вы сразу в вторую дурдоме. группу, да, я не спрашиваю. Это, Скажите, пожалуйста, я вы так повторяю Не, еще не, не, раз, не, 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 любить всё, животных, ты это не подстраивать получила уже животных все. Ты под получила свою... уже. Иди в дом престарелых. Туда, иди. Слушайте, Никто из моих соседей я из вас поцелую, мои и вы кошки. забудете Они про вас кошек боятся, сейчас. соседи. сосут Вы кровь. забудете про кошек, правда. Не надо мне, не надо. Почему Я уже нет? старая тетенька, Почему? не надо Да ко мне. правда? А если поцелую? Не надо ко А мне. если... Не надо, Ну не если хорошо, никак. допустим, поцелуй. Не надо. Почему нет? Не надо, я не хочу. Давай. Александр, вам надо просто встать на четвереньки и научиться махать хвостом. Тогда вы заслужите поцелуй. Кошки проще. Я А со первый мной раз еще справиться увидела нужно. улыбку на лице этой женщины, когда ей предложили поцеловать. Потому что любовь была близко сейчас. Ну, Вот видите, конечно. да. Она Вот. вот так Все видели? Браво! Когда я увидел эту женщин, я вспомнил свою маму. У меня у мамы живет 5 котов и кошек, я не знаю, кто там. И я подумал, я сегодня буду защищать этих милых женщин. Но я не увидел той любви, того добра, той энергии, которую я вижу в своей маме, которая любит этих животных. Я сегодня увидел Мама двух... отдельно живет? Нет, с папой. Мама, наверное, еще и людей Мама с любит. папой живет. Племянник. Послушай, Всё. Мама живет с Но папой, но отдельно. Саш, сегодня я увидел, не увидел любви в этих людях. Правда, я не увидел. Вы почувствовали любовь от Я этих пока людей? увидела двух Нет? женщин, которые По-моему, здесь- прячутся Я прошу- за любовью Юль. к кошкам. Я пока увидела только это. Я пока увидела, Юль, что ну вот- женщина ну вот не зал может говорит, что мы слышать не увидели этой любви. собеседника. Она только кричит, Вот и только профессионал, коты Юль, да могут солнце, это ну ты же позволить. Я вижу в них любовь. Но обычно мы с вами не первый день живем. Мы знаем, что те, кто любят собак, Александр. и те, кто любят кошек обычно, они и людей любят. Ну- Обычно это добрые люди. Мы здесь видим людей, которые очень любят собак и кошек. Честь им и хвала. Но они людей презирают и ненавидят, и совершенно не считаются знаете, с тем, давайте правильно что сделали Вот их поэтому жизнь я кошмар. закончу. И вот поэтому я закончу свою мысль. Давайте мы Александр, продолжим. как У меня тоже профессионал, 4 кошки, поставил 2 диагноз и собаки. сказал, что людям нужна помощь врачей. Это точно. факт. Не надо на нас Всё. согласны. Если Не эти верьте. люди примут помощь, Да что я врачи, а слышу, не понятно. нам. Две А запах? милые женщины, которым нужна А как? просто тупо любовь. И все. Ну это же очевидно. Между прочим, любовь нужна не только нам, но и вам. А то быстренько под расстрел Не, всех, вот как это одного. уже начинается, мне это уже нравится, да. Нужна любовь. И вам нужна. И вам. Нужна любовь. Всем. Тихо. Любовь нужна всем. Смотрите, у меня есть кот. Ему не нравится, когда в лотке, а лоток громадный совершенно, да. Хоть чуть-чуть им же, да нассано. Это он, не я. А вот есть чуть-чуть, и он идет гадить в любое другое место, потому что, ну, он чистоплотный. И когда он гадит в другое место, я понимаю, что это я виноват, потому что я вовремя не убрал то, что он сделал в лотке до этого. Про что я говорю? Я говорю про то, что это отношения между человеком и животным. А представьте себе отношения между животным и животным, между человеком и человеком, да еще в таких диких условиях, которые нам были сегодня описаны.
Это невозможные условия. Там не жить, не размножаться нельзя. Там можно только что бояться и плодиться. Понимаете, в чем разница между жить и размножаться? Добрее. Если бы каждый из нас взял по одной кошке и собаке, проблемы не было. Бездомных бы не было. Люди, да будьте вы добрее, да вы что, все с ума посходили, что ли? Вы виноваты. Знаете почему? Это не ваше пространство. Вы не можете в Это этом... не ее вина, что вы ее вините-то? Не судить, рассудить. И не всегда это получается, даже когда речь идет о людях. Когда о котах, кошках, собаках. Невозможно. За любую рыбку, любящая рыбку растерзает любящего его мужчину, ее, в смысле мужчин, насмерть совершенно. Человек. Это да, это непредсказуемо. Животные почему хороши-то в отношении совести? Гордон, ты очарователен. С губами на лбу ты очарователен, с красными. Прости, пожалуйста, но я не могла этого не сказать. Ну смотри. Не, оставь, мне нравится. Будем считать, что это сделала золотая рыбка. Ну. Так вот, почему золотая рыбка? Ни подруга, ни сестра, ни племянница. Почему она рыбка? Потому что рыбка самое тупое существо на земле. И она исполняет желания. А тут вдруг кошка. А мужа нет. А эти отвернулись. А куда мне деваться? А она повернулась и хвостом так... И все. Ребят, мы начали говорить про сублимацию. Что такое сублимация? Это замещение. Если нет между людьми любви, даже Зачем ты завел? рыбки достаточно. А ты зачем завел? Кота? Да. Мы не знали, что у нас будет ребенок. Теперь я бы убил его просто. Вот так. Нет, стой! Прощаемся. Нет, Все. стой! Не, все. Вот и все. Еще 3 месяца назад счастью Родиона Мартынова и Алсу Ларюшкина из Хабаровского края завидовали друзья и близкие. А таким Родион стал после очередной ссоры со своей супругой. Не выдержав его издевательств, Алсу накинулась на своего возлюбленного и нанесла ему 8 ударов топором. Родион 10 дней провел в коме и чудом остался жив. Он уверен, что Алсу хотела убить его, чтобы он больше никогда не смог увидеть их общего ребенка. Хочу жить с маленькой дочкой, но они запрещают. Но гражданская жена Родиона утверждает, что ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. И пойти на убийство любимого человека стало последней каплей их постоянных конфликтов. Только не вставай. И при этом вот так вот бил. Только не вставай, вот так, только не вставай. Вот это все дело, и все больше я ничего не помню. Завтра в нашей студии мы поговорим о том, на какие жертвы готова пойти мать ради будущего своих детей. И что делать, если единственным средством для разрешения семейной ссоры становится обычный топор.